Всем привет, меня зовут Веруша, и сегодня я буду говорить про то, что мужчины ненавидят жадных и алчных женщин, их становится все больше и больше. От чего это идет, почему так происходит? Также поговорю сегодня про женщин, которые не хотят вкладываться в отношения, привыкли, что только мужчина должен. Вот эта история «мои деньги– это мои деньги», а деньги, заработанные мужчиной и мужем– это общие деньги. Вообще, мужчины же прекрасно понимают, что их за красивые глазки в Дубай никто не отвезет, и мужчины, как правило, рассчитывают на свои силы в жизни. Их никто не говорит: подожди, ты вырастешь, встретишь женщину, которая тебе во всем поможет, и ты не будешь ничего делать. А у женщин другая история. Как раз-таки они это все слышат и также прекрасно пользуются этим и могут подобрать ресурсы мужские. И вот вся вот эта несправедливость, она вызывает негодование мужское. Мужчины крайне недовольны этой несправедливой ситуацией. Более того, мужчины редко получают подарки от женщин, потому что так устроено в обществе, что мужчина только обязан дарить подарки, и, ну, либо там градация будет такая, что мужчине носки, а женщине там дорогие духи или там телефон новой модели. iPhone, например, за который там душу готовы продать некоторые, чтобы только получить новинку. Так что сегодня поговорю об этой ситуации, как на самом деле должно быть. Мое мнение: должен были быть общий бюджет, либо женщина должна также тратиться наравне, не наравне. И сегодня также скажу про историю, когда жадность женская до добра не довела. Она вообще до добра жадность не доводит. Как говорил Виктор Гюго, если человек не удовлетворен тем, что у него есть, это говорит про внутреннюю пустоту человека, и там уже ничего не поможет. И я хочу начать видео с того, что у нас такое время сейчас мещанства, когда люди под себя так немножечко гребут, да, зарабатывают, там вещи покупают, и главное, чтобы еще круче, чем у соседа было. Я помню еще время вот это вот лозунги «труд», «май», ну, по крайней мере, из фильмов, из книг, когда люди работали на общественное благо, когда люди хотели приносить пользу, такая была задача. Так была выстроена система, скажем так. А сейчас больше, да, вот как бы время индивидуалистов, и люди заботятся только о себе и своих нуждах. Но хочу напомнить, что время такое показательное было, когда люди, только объединяясь в обществе, вместе, выживали. И, например, период тоже показательный неандертальцев, когда они действовали поодиночке и впоследствии вымерли. Но вот это вот ветка развития, там, эволюция, да, как угодно можно назвать, то есть мы движемся дальше, и, соответственно, что-то в мире происходит. И вот это вот такое ощущение, что женщины быстро перестроились, женщины вообще быстрее все это подлавливают, и, конечно, где лучше, там уже будут женщины со скоростью света прибегут. А мужчины как будто остались еще. Мужчин многих все равно заботит вот это вот, как будет в их семье. Они думают о женщине, которая рядом, они думают, стараются, вкладываются в отношения. А женщины больше вот привыкли то, что только мужчина отдает, и совершенно нет у многих понимания, что мужчины такие же люди, как они, и им также хочется поддержки, ощущения плеча рядом. С чем сейчас сталкиваются мужчины, что их триггерит вот так? Ну, то, что мужчина может заболеть или остаться без работы, и вот мы ушли от того времени, когда начальник не мог поднять руку и уволить сотрудника. Вот до последних дней он там ходит, такого уже мало где встретишь, и очень просто остаться без работы, и поэтому на какой-то период мужчины может настать черная полоса в жизни, и женщины часто могут покинуть мужчин в тяжелый момент.
И когда женщина вкладывается в отношения, у мужчин есть понимание, что, значит, эта женщина заинтересована в их совместном будущем. А когда женщина уходит, это значит, что ни любви не было и не было интереса ее по отношению к мужчине, а был интерес только финансовый. Ну и от чего вообще это идет? Это жадность женская, от Митя, конечно, от того, что даже если девушка будет очень хорошо воспитана и скромна, например, в своих интересах, одно-два видео, которые попадутся случайно, или запрещенная сеть, которая показывает роскошную жизнь, причем там же не про работу, там нет работы. Видео, там фото, там конкретно вот просто вот эти вот вещи, которые из ниоткуда появляются, и все остальное. И поэтому, а женщины так устроены, они вообще любят копировать других женщин. Вот у одной есть, у меня тоже это должно появиться. Женщины вообще двигатель торговли. Не было бы женщин, экономика бы встала просто. Мужчины аскетичные. Даже по отдыху посмотреть, мужчине нужно там шлепки, футболка, кепка, пошел и шортики. И на пляж погнал. Женщине чемодан, может быть, два, еще она будет на пляже жалеть о том, что она 30-е платье с собой не взяла. Вот так женщина устроена, причем более того, я у мужчин спрашивала, вот, например, какие-то бренды или вещь какая-то модная, мужчин вообще многих не интересует, они даже не понимают, чем она там модная. Они даже не разделяют, что это. То есть женщины больше перед другими женщинами хотят показать, что у них все круто, все сделано, и ну, все в жизни как бы устроено. И, соответственно, естественно, роскошную жизнь многие женщины сами не могут себе устроить. И поэтому, когда есть возможность это сделать за счет другого, легким путем, то кто же, ну, как бы, по мнению женщин, откажется. Ну, кстати сказать, в Японии есть 14 февраля, есть такая традиция, она совершенно случайно появилась, ошибочно, по неправильному переводу. Как-то так. День, когда женщина дарит подарки мужчинам. Вот я считаю, прям предлагаю внести тоже этот день и в России. Потому что женщины начнут понимать, что они тоже что-то должны вкладывать, как, например, это было раньше. В советское время не все там было тоже идеально, были минусы, но, тем не менее, не было такого потребительства. И если люди что-то хотели иметь, то они складывались, и, по крайней мере, у женщины не было представления, что ей только мужчина во всем обязан, и все. И вот такой вот день как бы был бы, да, таким здоровским напоминанием о том, что все мы были детьми, когда, вспоминаю, когда независимо от пола, мальчики тоже радовались подарку. У меня был на канале опрос, где я спрашивала, какие подарки мужчины хотят получить от женщин. Там не было запроса на дорогие подарки, но то, что это было бы внимание, это было бы приятно для мужчин, а не когда только они все обязаны. Вообще, мне кажется, там, например, подарки, дар, да, корень. Это не про обязаловку, а от души, от сердца, когда у тебя действительно есть желание. Нужно понимать, что мужчина не обязан. Мужчина может делать по своему желанию. И вот история, когда жадность вот это вот до чего доводит женская, вот просто со стороны посмотреть, молодой человек, ну там не очень такой, да, как бы не очень пожилой, ну мужчина, в общем, средних лет, пришел к родителям просить взаймы деньги, его родители спрашивают: у тебя что, денег не хватает? Он говорит: у меня хватает, у жены не хватает. У нее шкаф ломится, у него одна куртка какая-то уже совсем старенькая, но он уже и не рад все это тянуть, тяжело, но так устроено в обществе. И вот, значит, там в комментариях разразились споры
о том, что вот, значит, вместо того, чтобы сказать, давай мы сейчас обо мне не будем думать, у меня все есть, давай мы пойдем тебе там куртку купим, или ничего вообще сейчас не надо, раз там ты устал, и так, то есть побеспокоиться, да, о мужчине. Но нет, и там одна женщина даже осознанно написала, была бы моя воля, я бы вообще не женилась вот на таких женщинах, которые вообще совершенно думают только о себе, в голове одни вещи, и больше ее ничего не интересует. Но я представляю их в будущем, мне кажется, их как минимум ждет какой-то разговор со скандалом, и как максимум это развод, причем со стороны женщины, потому что он не потянет ее желание. То есть выходила она замуж за обычного мужчину, а хочет тянуть из него как из богача. Ну а что касается моего мнения, то я, как сказала уже, обязательно надо договариваться. И обязательно, то есть есть разные моменты, есть, например, мужчина, который вот сказал, что я готов взять на себя обязательства, вот женщина зарабатывает какие-то деньги, и его эти деньги не интересуют, ну там небольшие совершенно, это на ее какие-то расходы, косметика, там вот это все. А мужчина как бы ответственен за семью, это одна история, но это уже как бы уровень такой, мужчина понимает, что он потянет. Есть момент, когда мужчина зарабатывает немного, да, здесь идеально, когда будет совместный бюджет, и тогда будет комфортно жить и комфортно воспитывать детей, например, ну, растить их со всеми этими детскими нуждами. Поэтому разные моменты, но читала тоже на форуме, вот женщина, она говорит, я занимаюсь детьми, вот, но там коммунальные на мне, ну, это как бы за финансы мужские, но она говорит, тем не менее, я тоже зарабатываю деньги, ну, она часто в семье, но у нее есть такой доп. Заработок. И она говорит, вот мы когда что-то хотим купить, я все равно для себя понимаю, что я хочу отложить это, и я знаю, что моему мужу это будет приятно. Вот. Поэтому надеюсь, что женщины, которые, может быть, посмотрят это видео, для себя сделают какие-то выводы. И вообще, мне кажется, люди жадные, мне их все время жалко. Мне кажется, что они настолько вот они не хотят от себя что-то отрывать. Если, например, нужно что-то совместное для семьи приобрести, не обязательно деньги тратить на безделушки какие-то, а лучше женщине, к примеру, также отложить эти деньги на совместное приобретение. Я бы так поступала. Такое вот видео про эту жадность женскую, которая в конце концов чаще всего до добра в конце не доводит. И призываю женщин быть более понимающими. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе в новом видео. До встречи. Пока.